Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных обзору популярных автомобилей 20 века. И сегодня я хочу вам показать относительно свежую новинку от IXO Models в масштабе 1:43. Мы рассмотрим Ford Sierra с кузовом типа универсал, который копирует прототип 1988 года. И у IXO представлена версия для рынка Аргентины, а от европейского аналога она отличается видоизмененным передним и задним бампером, также другим дизайном колесных дисков, и, возможно, отличаются декоративные элементы в салоне, но на масштабной копии салон не очень хорошо проработан. И если посмотреть на Ford Sierra, то этих автомобилей было огромное количество по всему миру. Они были популярны не только в Европе, но и на территории постсоветского пространства. И, например, у нас такие машины тоже ездили вплоть до начала 2000-х годов, а потом разом они куда-то исчезли. И сейчас, если Ford Sierra попадается на дорогах общего пользования, то это больше некий раритет. И, конечно, такой популярный автомобиль не могли пройти стороной и другие крупные производители масштабных копий. И из ранних моделей я могу отметить продукцию Шабок. У них была вполне хорошая модель с открывающимися элементами, но, конечно, по уровню проработки она приближена к старому советскому Агату и сильно уступает современным высокотехнологичным китайским изделиям. Например, была модель в гоночной ливрее у Spark Models, была машина у Трофи, у французского Солидо. Также была довольно простенькая модель с кузовом типа седан у Бураго. И у Бураго было несколько вариантов окраски, и у всех моделей были наклеены спонсорские декали. Были несколько универсалов у производителя Best of Show, машины из полимера. Также была модель у Vitesse, у Vanguards, у Neo, у Mini Champs, у AutoArt, и у последнего, кстати, открывался капот и был очень хорошо проработан моторный отсек. Ну и, естественно, были модели в коробочках White Box. И посмотрел на форумах IXO Models, машина выпускалась также для журнальных серий. И, например, в Аргентине выходила серия, посвященная их автомобилям. И подобный Ford Sierra вышел под номером 24 в темно-бордовом цвете. И по цене аргентинская журнальная серия приближена к продукции IXO, поэтому для себя не видел смысла ее покупать. Тем более у IXO с моделью поставляется очень красивый дисплей-кейс. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот автомобиль поближе. Вы в комментариях можете написать, какие модели от этого бренда собираете вы. И мне в комментариях часто пишут о том, что люди начали собирать серию от IXO Models, посвященную американским сидельным тягачам. Я тоже ее собираю за кадром. Некоторые модели уже получил, просто не сделал на них детальный видеообзор, но со временем я покажу свои другие новинки. И вам приготовил два советских универсала. Как раз мы можем наглядно посмотреть, как в плане дизайна отличался советский автопром от европейского. И у IXO очень красивая ярко-оранжевая коробочка. И вот этому производителю идет такая упаковка, и как-то делал обзор на более дорогостоящую продукцию GLM. У них был похожий дизайн, но к тому бренду такое пестрое оформление, на мой взгляд, не совсем подходит. На нижней стороне упаковки вы можете прочитать различную информацию, которая касается данного производителя. Указан их официальный сайт, на котором можно ознакомиться с новинками. Также страничка в Фейсбуке, и на ней выкладываются будущие анонсы. Кому интересно следить за новинками, тоже можете ее посетить. Есть надпись о том, что эта модель изготовлена в Китае. Также памятка, гласящая, что эти модели не стоит хранить под открытыми солнечными лучами, и артикул, по которому можно найти данный Ford в интернете. И сам прототип Ford Sierra Ghia Estate Rural — это автомобиль для сельской местности, и год выпуска прототипа 88. И у IXO также довольно симпатичные подставки, они под наклоном, и мне чем-то такие подиумы напоминают продукцию AutoArt. Тоже мелочь, но приятно.
И у этой модели прекрасная покраска, очень хороший серовато-синий цвет металлик с мелким зерном. И еще раз повторюсь, в плане покраски у IXO отличные модели, и многим производителям стоит поучиться у данного бренда, как нужно окрашивать и собирать свои масштабные копии. Но есть и некоторые замечания. И что мне не понравилось у этой модели, это поворотники в передних крыльях, тут их просто начертили оранжевой краской. Также можно было наклеить фольгу, имитирующую зеркальце. Почему-то на этом варианте просто нарисовали зеркальце серебристой краской. Ну и, конечно, немножко бедно смотрится интерьер автомобиля. Можно было наклеить декаль, имитирующую различные приборы, на рулевое колесо, наклеить шильдик Ford и, например, раскрасить сиденья, а они тут просто серого цвета. Но при желании можно, конечно, сделать доработки самостоятельно. На крышке багажника присутствует стеклоочиститель, также есть значок Ford, надпись Sierra, Gia. Вместо регистрационных номерных знаков установили таблички с надписью Sierra, и у журнального варианта вместо табличек установлены регистрационные номерные знаки. Также красиво смотрится декоративная красная полосочка, и у производителя Best of Show на одном Ford Sierra тоже присутствует такой декоративный элемент. Дверные ручки просто обозначены черной краской, но на этом варианте они смотрятся вполне презентабельно. Очень хорошая граница разделения между разными цветами. На крыше присутствуют дополнительные рейлинги. И еще один момент, который мне не очень понравился, это люк. Тут он просто обозначен черной краской, но у настоящего автомобиля он должен быть полупрозрачный. И, например, можно было сделать другое решение: сквозное отверстие на корпусе автомобиля, а на плашке остекления сделать дополнительный лючок и затонировать его темным лаком. Дворники пластиковые, но смотрятся они вполне прилично. И на этой модели отличная светотехника. Спереди и сзади присутствуют рассеиватели и нету черных точек, присущей журнальным изделиям. В бампере присутствуют небольшие поворотнички, противотуманные фары. И как раз можно посмотреть, как сделаны задние фонари. Колесные диски тоже очень симпатичны, вполне нормальные покрышки, попадающие в 43-й масштаб. И издалека узнается образ настоящего прототипа, но из-за того, что на этом автомобиле стоят бампера американского типа, которые сильно выпирают, то машина смотрится очень необычно. И давайте я откручу ее от подставки и покажу, как у нее сделано днище. И, конечно, проработка нижней части у IXO не сильная сторона, но тем не менее все же присутствуют некоторые элементы. Например, ниша под запасное колесо, топливный бак, выхлопная труба, карданный вал. Конечно, отверстие крепления модели к подиуму в не самом удачном месте. И еще раз повторюсь, неоднократно говорил, самые лучшие крепления у AutoArt. Они обычно их прячут с боковых сторон, и они не мешают другим узлам. Колесики на металлических осях крутятся свободно, но покрышки надеты не очень аккуратно. И давайте для сравнения покажу вам журнальные советские аналоги. Берем подставку. Например, Москвич. Тоже вполне хорошая модель из европейской серии, но она сильно уступает в плане детализации продукции IXO Models. И IXO, по большому счету, это тоже та же журналка, только немного облагороженная. И если посмотреть на настоящие автомобили, с учетом того, что масштабные копии в целом хорошо попадают в заявленный масштаб, то Ford Sierra шире, немножко длиннее, ниже, чем Москвич, и, конечно, выглядит более современно. Как будто автомобили из разных эпох.
И, например, могу вам показать Волгу ГАЗ-2402. Эта машина в довольно красивом сиреневом цвете. И она уже примерно по размеру такая же, как Ford Sierra. Возможно, чуть-чуть покрупнее. Колесная база тоже чуть длиннее у Волги. По ширине автомобиля примерно одинаковые, но Ford Sierra, еще раз повторюсь, смотрится более современно. И неудивительно, почему после распада Советского Союза те люди, которые могли позволить себе иномарки, стали пересаживаться с советского транспорта. Да, эти машины нам близки и любимы, но все же они очень архаичны и сильно уступают западным аналогам. Вот такая вполне хорошая масштабная копия, которая может стать отличным украшением вашей коллекции. Если вы собираете немецкие, другие автомобили. Например, Ford Sierra с кузовом типа универсал выходил в 43-м масштабе только у производителя Best of Show. Было два варианта окраски и автомобиль с ранним типом оформления передней части. А здесь уже отличается передок, тем более другие бампера, хорошая аккуратная покраска и сборка, и это относительно недорогая модель по нынешним меркам. Например, сейчас за 25 евро вы можете приобрести только лишь журнальную серию. И пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный Ford, что вы думаете о продукции XO Models. Если у вас какие-то модели в коллекции, что это за автомобили, где, когда и за сколько вы их покупали. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!